Ушла жена. Можно ли вернуть или нет? В большинстве случаев можно, поскольку уход жены и желание развестись часто является запущенного, скажем так, но решаемого семейного кризиса. Надежный способ вернуть жену. Авторская методика Светланы Белькевич основана на многолетней практике и достижениях семейной психологии. Если какая-то стопроцентная стратегия, секретный секрет, волшебная таблетка, которая позволяет вернуть жену со стопроцентной гарантией результата? Есть, потому что уход жены и желание развестись является результатом семейного кризиса. Кризис кризису рознь. Все семьи сталкиваются с семейными кризисами. То есть время от времени есть даже определенные периоды этих кризисов. Каждая семья сталкивается с проблемами, но выраженность кризиса может быть различной. Возможно, мы как-то и раньше ругались, но могли договориться. Сейчас в наших отношениях что-то не так пошло, и жена хочет развестись. Почему хочет развестись? Заел быт, скучно, не люблю, мало внимания. Несмотря на то, что причины разные, есть универсальная стратегия, как вернуть жену. Давайте разбираться с вами я, семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. В своей авторской методике «Как вернуть жену» я выделяю 4 этапа. Вы можете встретить другую стратегию, там будет 5 этапов или 3 ступени. То есть стратегия отличается количеством этих промежуточных этапов, потому что семьи очень разные, их названием, но у них у всех одна суть. Итак, я на примере своей стратегии расскажу ключевые моменты. Алгоритм возврата жены при различных семейных проблемах. Личное сопровождение до результата. В семейной психологии много разных подходов, мнений о том, как вернуть жену. Есть общий план действий, какие-то общие моменты, но есть и разница. Например, как вернуть жену до развода и после развода. В чем здесь разница? Если до развода там категорически противопоказаны романтика, подарки, ухаживания какие-то, там главное согласиться и выдержать паузу, то после развода мы можем вернуть жену, но при условии, что прошел хотя бы год после развода, то есть как-то эмоции улеглись. И если отношения имеют еще потенциал, то там как раз и начинается та самая романтика, подарки, то есть отношения, они возрождаются, как говорится, второй медовый месяц. Следующая стратегия после измены. Чья это измена? Мужа или жены? Какая измена? Один раз это хроническая измена, случайная или постоянная, недавняя, или которая была давно, и только сейчас мы об этом узнали. Скрытая или явная, причем скрытая — это не то, что я думаю, что никто не знает, а потому что другой человек скрывает, что он знает. Партнер всегда знает, изменяют или не изменяют. В случае с изменой, если это измена жены, то когда ко мне обращаются на консультацию, я спрашиваю: а вы сможете с ней жить потом? Вы сможете простить? Человек говорит: не знаю, наверное, да. Думаю, что да. Я почему этот вопрос уточняю? Потому что прощение является очень сложной задачей. Можно посмотреть количество запросов в Гугле, Яндексе, как сложно человеку простить предательство, обида. Это очень сложная проблема, и многие не могут это сделать. На это уходит много лет иногда. Поэтому этот момент нужно учитывать. Или бывает так, что человек пишет: знаете, свою вину признает частично. Я не о том, что жену нужно понять и простить, но есть и какие-то еще другие варианты. Я говорю: знаете, свою вину признает частично, так говорят прокуроры. Это не диалог между мужем и женой. В паре будет очень много обвинений, и чувство вины позволяет манипулировать другим. Когда муж говорит: свою вину признает частично, но делает вид, что да, я могу понять и простить, другой всегда чувствует, жена чувствует, смогут ее простить или нет. Если она вернется, муж не может ее простить, это предательство, он ее будет укатывать в асфальт, она не вернется. И эти моменты, они, знаете, они сразу проявляются. Они читаются между строк. Обычно не озвучиваются, но это чувствуется. Когда мне говорят: свою вину признает частично, я говорю: дальше можно вообще не продолжать. То есть поэтому она и не возвращается. Хотя муж внешне делает очень много, говорит:
давай возвращайся, будем налаживать отношения. Другая ситуация, когда муж изменял. Здесь, конечно, нужно как-то загладить свой вот этот поступок, вину. Это может быть компенсация моральная, материальная, какой-то подарок, или позвонить там любовнице ее оскорбить, или сделать фотосессию, поехать куда-то на море, фотографии разместить. Здесь нужно смотреть индивидуально. Следующая категория. Часто говорят, что вот жена не хочет отношений. Мы смотрим, разделяем вот в этих ситуациях человека и отношения. Можно хорошо относиться к человеку, но отношений с ним не хочу. Например, я хорошо отношусь к любовнице, но замуж ее не хочу. Ну вот как-то не хочу с ней отношений. У женщин такая же история. Мы смотрим, почему она не хочет отношений. Возможно, скорее всего, нарушен баланс брать-давать, прав и обязанностей, или в отношениях очень много контроля, ревности, заботы. Эти три вещи, они обычно взаимосвязаны, они, скажем так, вот душат партнера. Когда очень много заботы, партнер начинает задыхаться. Поэтому нужно смотреть, что в отношениях не так. Ну и, конечно, причина номер один, когда жена говорит «разлюбила», пропали чувства. Первое. Мы всегда различаем озвучиваемые причины и настоящие. То есть мы можем говорить одно, но причина другая. Потом есть причины, которые мы для себя находим объяснение. И бессознательные причины, которые мы сами до конца не видим, почему человек принял такое решение. Причина разлюбила, прошли чувства. Она, знаете, такая очень благородно красивая. Она снимает ответственность, она перекладывает вину на другого человека. И в то же время ничего сделать нельзя. Потому что мы не можем никого заставить полюбить. Такая причина, знаете, она обтекаемая, красивая и благородная. Мы не можем за нее цепляться, мы не можем как-то отталкиваться от озвучиваемой причины. Нужно всегда более подробно анализировать. Если все-таки прошли чувства, то предполагается, что они были, но их стало меньше. Эта ситуация поправима, и здесь, как я говорю, основной акцент мы делаем на то, чтобы жена заскучала, ностальгия появилась, погрустила, побыла одна, в одиночестве, свои чувства появятся. Чувства не могут быть всегда яркими, то есть мы не можем всегда очень сильно что-то переживать, потому что эмоции, они имеют такой цикличный характер. Есть сильная страсть, влюбленность, восторг, потом это опадает, и на смену приходит что-то другое. То есть если эта стадия, когда чувства немножко стали, знаете, бледными, не такими яркими, то есть они не пропали, они просто мы их не видим. Точно так же, как мы не видим звезды днем, потому что фигура и фон меняется, очень светло, нет контраста. Это одна ситуация. Если любви как таковой не было, или это какая-то красивая причина, здесь другая. Ну и еще такая категория, как вернуть жену с ребенком, мне не хватает детей. Здесь нужно различать супружеские и детско-родительские отношения. Многие люди это не различают, говорят, это же все одно и то же. Можно быть, например, хорошей мамой, но плохой женой. Или плохим папой, но хорошим мужем. Разные комбинации. Можно быть и хорошим папой, и хорошим мужем, и так далее. Быть мамой или папой, быть мужем и женой – это не одно и то же. Здесь нужно поработать над супружескими отношениями. Причины могут быть и другие. Мы также всегда учитываем озвучиваемые причины и истинные причины. Есть ли потенциал в семье или нет, отношения исчерпали себя. Смотрим, что можно сделать. Это всегда индивидуально. В своих роликах я даю общий характер. Вы можете спросить в комментариях. В стратегии «Как вернуть жену» можно выделить 4 основных этапа. Первым этапом всегда во всех стратегиях является согласие. То есть не нужно делать никаких действий на примирение. Дорогие подарки, уговоры, какие-то значительные поступки. Это противопоказано. Цель согласия – это обнулить отношения, которые не работают, чтобы можно было сделать перезагрузку. Что такое вообще семейный кризис? Кризис – это когда старые способы взаимодействия, общения, то, как мы решали проблемы, как мы распоряжались финансами. Многие вопросы, они почему-то уже не работают, устарело. И нам нужно обновиться. И как бы ни казалось это странным, но именно согласие с решением жены расстаться, развестись является фундаментом и начало восстановления отношений.
Очень важно правильно согласиться с решением жены расстаться. Здесь не должно быть никаких уговоров, разговоров, подключения третьих лиц о том, что давай помиримся, чем ты думаешь, у нас же дети, ипотека, все наладится. Как-то мы пытаемся договориться, решить. Вот это ключевая ошибка. Очень важно правильно согласиться. Потому что когда у нас нервы на пределе, когда мы очень долгое время ругались, выясняли отношения, у каждого накопилось много обиды, претензий, очень сложно договориться и как-то выразить то, что накопилось в душе, и донести свои мысли. Какие самые большие ошибки могут быть в этом согласии? Первое – это когда есть противоречие. По принципу «стой там, иди сюда». Когда муж в начале разговора соглашается с решением жены расстаться, а потом говорит: ну, неужели единственным решением является развод? Второе, когда есть заискивающие слова какие-то, вот надежда на то, что мы когда-то помиримся. Третья ошибка, когда есть обвинения и упреки. Лучше их избегать. У вас еще будет время, чтобы поговорить и вот высказать накопившееся, но когда мы соглашаемся, этого делать не надо. Конечно, всем нам обидно, мы тоже что-то делали, мягко сказано, и мы вкладывали туда и душу, эмоции, деньги, старались, а вот это оказалось никому не надо. Еще такая ошибка: если вы можете спокойно поговорить, то тогда лучше устно это сделать. Если эмоции зашкаливают, не надо этого делать. Как происходит чаще всего? Когда идешь, вот планируешь, что вот я скажу то-то и то-то, разговор будет вот такой. Но когда мы начинаем разговаривать, эмоции зашкаливают, вот как-то не то сказала, не туда посмотрела, вот что-то вот и понеслось, и мы сами себя накручиваем. Согласие может быть письменным и устным. Если вам проще говорить и эмоции не зашкаливают, то, конечно, лучше сказать при встрече на словах. Здесь главное подобрать подходящий момент, потому что не надо вот сразу вот посмотрел там, звонить и что-то говорить. Вот когда момент настанет, нужно сказать. Для этого будет время. Если разговор не получается, то лучше написать. Что нужно написать? Здесь не надо каких-то высоких слов. Согласие не должно быть слишком длинным, но в то же время нельзя, вот, скажем так, всю семейную жизнь вместить в 2-3 предложения. Оптимальным является, примерно где-то вот на страничку, да, когда мы вот излагаем свои мысли. Второй этап – это пауза. Цель паузы – это сделать разворот. Потому что когда кризис, жена хочет развестись, это значит, что отношения из минус идут в ноль. А вот это одна стратегия. Это и есть стратегия, как вернуть жену от минус до нуля. А вот от нуля в плюс там совсем другая стратегия. Именно на паузе, вот на этапе паузы, скажем так, это вот такой промежуточный этап, когда происходит разворот. Если на вот этапе паузы, и мы правильно делаем паузу, вот этот разворот не происходит, вероятнее всего отношения исчерпали себя, и мы ничего сделать не можем. Здесь очень важные такие технические моменты. Что такое пауза? Паузу часто путают с игнором, потому что очень много информации о том, как вернуть девушку, и там пишут об игноре. Игнор работает, очень хорошо работает, но с девушками на добрачном периоде отношений. С женой игнор не работает, потому что игнор — это манипулятивная техника, она пришла из психологии влияния, активно используется в пикапе. Семейные отношения оказываются на грани развода, когда уровень тех самых манипуляций достигает вот критического значения. И если мы будем подливать масло в огонь вот этим игнором, еще больше манипулировать, то можно вот сжечь все мосты. В семейной психологии не используются манипулятивные техники. И вместо игнора используется пауза, не контакт, полный запрет на коммуникацию. Это вот как синонимы. В чем разница? Игнор — это техника скорее от бессилия, когда вот человек чувствует себя бессильным. Чтобы выдержать паузу, нужно приложить усилия. Даже не усилия, а выдержку, терпение. Второе, при игноре всегда есть какое-то подсматривание. Там, фоточек в Инстаграм, соцсети, мы спрашиваем у третьих лиц, у мамы, у сестры, у соседки, у подружки, у детей, как там, что там.
Вот это тоже подсматривание, это не пауза. Знаете, пауза — это как музыка, то есть сама музыка — это не ноты, а паузы между нотами. И часто в наших отношениях действительно нужно сделать паузу, остановиться, задуматься, подумать. Потому что когда в жизни происходит очень много событий, когда мы на взводе, там что-то позвонили, поругались, сказали, приехали, хлопнули дверью, там бросить фразу в порыве гнева и отчаяния разводиться, так разводиться, это несогласие. Вот накрутили себя там, маме сказали что-то, тёще, тестю, вот мы себя накручиваем, и у нас нет времени, вот как вот этой паузы, чтобы подумать. Поэтому чем чище пауза, тем лучше. Именно на данном этапе происходит разворот, и отношения из минус начинают двигаться в плюс. Еще есть разные уровни паузы. Иногда мы не можем вообще не общаться, потому что у нас дети, или мы живем в одной квартире. Тогда пауза, она носит такой формат сдержанного общения, когда мы просто не разговариваем. Не нужно искать каких-то поводов, чтобы поговорить, чтобы что-то спросить. Всегда, если мы общаемся по поводу детей, то можно спросить у ребенка. В принципе, там в 6-7 лет можно позвонить ребенку и спросить, когда его забрать, когда он куда-то идет. То есть какие-то вещи мы можем решить с ребенком. Другими словами, мы не ищем повода, чтобы увидеться, поговорить, а избегаем. То есть ищем способ, как это сделать, чтобы вот не пересекаться. Самая такой чистая пауза, вот это ее сложно достичь, когда нет вообще ни слуху, ни духу. Пауза, как светофоры говорят, красный, желтый, зеленый, то есть границы паузы, верхняя, нижняя и средняя. А вот нижняя граница, или когда такое сдержанное общение, пауза есть, но она такая вот, мы меньше общаемся, а высокий уровень красный, полный запрет на коммуникацию, то есть вообще никак. Идеальная пауза. Но не всегда мы в жизни это можем сделать. Поэтому здесь смотрите по обстоятельствам, как это будет происходить конкретно в вашей ситуации. Сколько длится пауза? Здесь зависит от того, какая это пауза, насколько она чистая, насколько мы общались все это время. Если пауза выдержана правильно, да, вот по принципу ни слуху, ни духу, мы не знаем, что вот пропал человек, куда он пропал, что он не отвечает на звонки. Здесь сложность в том, что иногда жена пишет: вот ты так плохой отец, бросил детей, даже не отвечаешь. Я тебе звоню не потому, что ты мне нужен, а потому что хочу решить вопросы по детям. Решайте сами, смотрите, какая у вас ситуация, потому что это всегда очень индивидуально. Если пауза выдержана правильно, то в среднем 10 дней. Если пауза такая, вот мы как бы общаемся, не общаемся, вот непонятно что, то в таком вяло текущем хроническом режиме она может длиться 3 месяца. Заканчивается пауза тем, что жена выходит на связь. Она начинает что-то спрашивать, предлагает. Вот это и есть этап появления. Цель данного этапа — это взять контроль над ситуацией в свои руки. Если пауза выдержана правильно, то женщина выходит на связь первая, то есть появляется. Как это обычно происходит? Знаете, нам же всем очень сложно делать первый шаг навстречу. И муж не хочет первым идти навстречу, и жена, и мы оба сомневаемся, и как-то начинаем вот потихоньку, но вот не прямо, а какими-то окольными путями. Это сложно как мужу, так и жене. Здесь такой момент. Ко мне приходят на консультацию, говорят, как вернуть жену. Мы начинаем выяснять, и оказывается, что жена уже всеми правдами и неправдами как-то намекает мужу, что она хочет вернуться. А муж почему-то вот не замечает вот эти обстоятельства. Он говорит: это она мной манипулирует, это она меня проверяет, это она что-то хочет. Это происходит из-за того, что у мужчин и женщин вот как-то разные линии поведения, стратегии. И то, что кажется в одной ситуации манипуляцией, может быть напротив желания помириться. Потому что делать первый шаг навстречу, особенно если женщина сказала, что ты во всем виноват и я хочу развестись, сложно. И мы начинаем с маленьких шагов. То есть вот женщины начинают как? Они заигрывают, они как-то говорят: вот там курочку приготовила, заезжаю, угощу. Или вдруг предлагает спинку потереть. Это хорошо, это говорит о том, что женщина выходит на связь первой.
Проблема в другом. Зачастую мужчине сложно вот разделить понятие, когда она манипулирует, заигрывает, когда делает шаг навстречу. То есть есть ли там какой-то подвох или нету. Бывает так, что на консультацию приходит человек, как вернуть жену, мы начинаем разбирать ситуацию, там переписка какая-то, рассказывает человек. И оказывается, что жена к нему уже и так, и этак, со словами и без слов. И намекает всячески, а вот муж ищет подвох, где бы, что бы там такого. Здесь это сложный момент. Это действительно сложный момент, потому что было очень много всего-всего, и семья была на грани развода, и тут вот жена себя начинает как-то по-другому вести, не знаешь, как лучше реагировать. Сближение между супругами, оно происходит по принципу шестеренок, когда мы по чуть-чуть каждый что-то делает. И вот эти шаги навстречу, они могут быть очень маленькие, незаметные, но это значит о том, что жена идет к вам навстречу. Мы также учитываем разницу между мужчинами и женщинами, как делают мужчины. Мужчина долго думает, созревает, принимает решение и вот сказал и сделал. А женщина, она как бы всегда сомневающаяся. Даже мужская и женская интонация, они разные. Мужчины как бы говорят из живота очень так вот, как на раз-два. А у женщин интонация, она такая более восходящая, из груди, непонятно, что она имеет в виду. То ли она спросила, то ли удивилась, там это точка или там многоточие, вот непонятно. Недавно смотрела интервью с Дастином Хоффманом. Он рассказывал, когда снимался в роли Тутси в фильме «Тутси», ему нужно было сыграть женщину. Он уже взял эту роль, скажем так, то есть воплотился в роли, и на каблуках научился ходить, и манеры женские. Но вот чего-то не хватало. И вот он никак не мог вот уловить вот эту вот разницу между мужчинами и женщинами. И одна актриса голливудская говорит: ты знаешь, ты говоришь как мужчина, ты говоришь из живота. Женщины так не говорят, женщины по-другому говорят. И вот он начал осваивать женскую интонацию. Когда у него вот получилось взять, вот по-разному говорят, он говорит: я об этом никогда не задумывался. Но когда он взял женскую интонацию, он очень хорошо сыграл эту роль, этот фильм. Я к тому, что вот даже интонация, как мы говорим, оно часто заложено в природой. Это не то, что вот ваша жена какая-то особенная, она как-то манипулирует. Нет, женщины все так говорят. Мужчины говорят с другой интонацией. Это, скажем так, заводские настройки. Поэтому обязательно различайте эти вещи. Если вы видите, что жена идет навстречу, нужно ловить момент и пользоваться этим. Не надо искать какой-то скрытый подвох. Если какие-то сомнения есть по поводу, что это манипуляция, заигрывание или это шаг навстречу, вы можете прийти на консультацию. Я вам, как женщина-психолог, более подробно это все расскажу. Но мы переходим к самому сложному этапу – это быть самим собой. Этот этап очень сложный, он, скажем так, сквозной. Очень часто мы настолько растворились в семье, что потеряли себя. Семья стала смыслом жизни. На этом этапе нам нужно вернуть самого себя себе. Казалось бы, где логика, где связь? Мы хотим вернуть жену и сделать что-то очень важное для отношений, для семьи. Однако на 4-м этапе нужно позаботиться о себе. Цель данного этапа — это установление эмоциональной связи между супругами, восстановление самоуважения и желание быть вместе. Почему быть самим собой очень важно? Когда мы вместе очень сильно слиты, вот мы одно целое, с одной стороны, это дает нам чувство опоры, поддержки, вот что вот мы кому-то нужны, да? Но с другой стороны, мы теряем себя. И точно так же, как муж потерял себя, так и жена потеряла себя. Многие женщины, насмотревшись видео, каких-то советов о самореализации, любви к себе, быть свободной, они бросаются на поиски этой свободы. Есть очень большая разница между свобода от чего-то и свобода для чего-то. Иногда нам кажется, что вот если мы освободимся там от мужа, от семьи, сбросим оковы брака, то сможем чего-то большего достичь. И семья воспринимается как ограничение. Это не совсем так, потому что именно семья дает чувство стабильности. Женщины отправляются на поиски свободы, самореализации, любви к себе.
Потому что если было очень сильное слияние, симбиоз называется, то человек теряет себя. Но мы можем быть вместе, здоровая личность может быть вместе с партнером и быть самим собой. Именно поэтому на день рождения говорят: ну, с днем рождения, счастья тебе семейной и личной жизни. Кто-то улыбается, типа в личной, это значит еще любовник там или любовница. Нет, это о другом. Это вот как раз и есть быть самим собой. В нашей жизни, кроме семьи, есть еще другие сферы. Это может быть и работа, и мои интересы, друзья, рыбалка, футбол, там, новости, диван полежать, ну все что угодно, у каждого это свое будет. Когда мы зацикливаемся, скажем так, на какой-то одной сфере, начинаются большие проблемы. В народе это говорят: ну что ты вообще тут, что у тебя тут, свет клином на ней сошелся. И действительно это воспринимается, как будто вот человека заклинило. Вот он уперся как в стену и не видит других возможностей. Поэтому на данном этапе, я всегда говорю, очень важно вот расширить свой кругозор. Привожу аналогию своих коллег, сексологов, когда к ним приходит человек и говорит: ну там проблемы с сексом. Конечно, человек это очень напрягает. И чем больше человек думает о сексе, об этом, а там получится, не получится, как долго получится, сколько раз получится, это еще больше его напрягает. Если сексолог начнет ему вот этот, опять же, про секс говорить, то у человека уже 100% ничего не получится. Потому что чем больше напряжения, тем хуже все получается. И задача специалиста — переклинить человека, да? Что-то вот переключить на какие-то другие сферы, чтобы он отвлек свое внимание, там, получится, не получится, на что-то другое. Это самый сложный этап. В моей работе «Как вернуть жену» такая же ситуация. Приходит человек, вот он говорит: вы знаете, она из головы даже покурить не выходит. И вот он только о жене говорит, о семье, как ему плохо, как вот там 100 миллионов вариантов, что можно сделать, что не сделать. Вот этот клин, получается, вкручивает еще больше. А нам нужно его выкрутить, да, и вот показать, что кроме вот семьи, жены, есть другие сферы. Это не говорит о том, что мы бросили жену, мы стали эгоистами. Это говорит о том, что мы начали смотреть по сторонам, увидели какие-то другие аспекты жизни, звезды, в конце концов, на небе, солнце. Этот момент очень важен, но иногда вот с точки зрения логики непонятно. То есть надо решать вопрос с женой, а психолог говорит какую-то ерунду вообще там непонятно. Психолог это говорит, чтобы клин не вкручивать. Это снимает напряжение, и отношения меняются. Когда у нас семья, отношения, мы сливаемся с партнером. Когда мы с кем-то сливаемся, то мы теряем себя. За годы семейной жизни бывает так, что человек утратил социальные контакты, друзей, интересы, как-то вот семья стала занимать слишком много времени. Когда жена ушла, захотела развод, у человека ничего нет. У него только алименты, долги и все. Человек душу вложил, а вот по факту остался ни с чем. Когда человек растворился в семье, было очень сильное слияние, семья стала смыслом жизни, и вдруг другой уходит, то человек чувствует, как будто вот у него часть души вырвали, вот как будто он оторван, вот его лишили самого себя. Это очень болезненный процесс. Здесь все усилия направлены на то, чтобы вернуть себя самого себе. Как это делается? Ну, это делается то, что мы обращаем внимание на то, что есть какие-то другие сферы, есть друзья, интересы, мне что-то очень нравится. Вот это и называется быть самим собой. До тех пор, пока мы вот сконцентрированы на другом, и другой является источником нашего счастья, человек обречен на несчастье. Есть ситуации, когда для человека нет ничего слишком неприятного, слишком дорогостоящего, слишком отнимающего много времени, если это поможет ее вернуть, другого. Потому что если все сработает, тогда уже у меня все есть. Это говорит о том, что счастье такого человека зависит от другого, и на самом деле он несчастный. Он обречен на то, чтобы постоянно угождать, пытаться заслужить любовь или удержать другого человека. Отсюда появляется контроль, ревность и сильная забота. Забота, она хороша, очень дозирована. Когда заботы очень много, то человек как бы задыхается от этой заботы. Он хочет убежать.
Для мужчины очень важно быть на высоте. Именно поэтому мужчины больше и чаще берут на себя ответственность и чувство долга, особенно вот кто военный. Долг, честь, отечество — это чисто мужские лозунги, девизы. Поэтому для мужчин важно заботиться, быть нужным, чтобы вот у меня была семья, вот это чувство долга. Это наполняет смысл, это хорошо. Но все должно быть дозировано. Когда этого слишком много, это разрушает нашу жизнь и жизнь окружающих нас людей. Здесь мы смотрим, где были перегибы на местах, где было много контроля, заботы. Когда муж или жена обижается, что вот его бросили, да, что человек там увлекся какой-то самореализацией, свободой, то здесь следует различать такие вещи. Можно быть хорошим для другого и быть плохим для себя. В первую очередь мы должны позаботиться о себе, как в самолете. Сразу маску на себя, потом на ребенка. Быть самим собой — это также означает, что мы не делаем ничего глобального. И иногда кажется, что ну как это так, я буду сидеть, ничего не делать, и тут такие события, когда тут час за день и может произойти все что угодно. Итак, почему важно быть самим собой? Потому что когда мы вместе, мы друг с другом сливаемся, мы становимся одним целым. Когда мы вместе, нам хорошо, но в то же время мы теряем себя. И когда нарушается вот этот баланс между чувством «мы», да, мы Петровы, мы Ивановы, мы там дружная семья, мама, папа, я дружная семья, и я как личность, то начинаются проблемы. Иногда человек считает, что вот если она изменится, да, если она поймет, если она оценит, она вернется, и тогда я буду счастлив. Да? И все, что мне нужно сделать, это на нее воздействовать, чтобы она наконец-то поняла и догадалась. Когда счастье зависит от другого человека, то человек обречен на несчастье. Алгоритм возврата жены при различных семейных проблемах. Личное сопровождение до результата. 4 фундаментальные ошибки, которые допускаются, когда мы возвращаем жену. Первая ошибка, что практически всегда, в 99,9% случаев, человек возвращает жену вместо того, чтобы согласиться с ее решением расстаться. То есть дарит цветы, подарки, уговаривает, беседы какие-то, привлечение третьих лиц, маму, детей, соседа, подружку, всех, кого только можно. Этого делать не надо. Самая большая ошибка в том, что мы пытаемся вернуть обычным способом, логичным, казалось бы. А вся стратегия, во всех стратегиях, во всех советах говорится о том, что если жена решила расстаться, нужно согласиться с ее решением расстаться. Вторая фундаментальная ошибка, когда мы путаем разные стратегии. Очень часто говорят, ну вот я там смотрел видео или читал где-то о том, как вернуть девушку. Жена и девушка — это, ну они женщины, но это абсолютно разные категории, это разный социальный статус. Если человек не видит разницы между девушкой и женой, то тут и возвращать особо некого. Какая разница? Для женщины очень важно быть замужем. Если она не чувствует, что она замужем, то есть живет за мужем, а вот на каких-то там птичьих правах, девушка — это добрачный период отношений. Там совсем другие механизмы. Жена, семья — это другое. И мы также учитываем, какой этап семейной жизни. Это молодая семья до 3 лет, зрелая семья, есть ли дети. Вот все эти особенности мы, конечно же, учитываем. Третья фундаментальная ошибка, когда мы неправильно используем технику, как мы это делаем. То есть что делаем? Мы правильно, то есть нужно выдержать паузу, человек не общается. Но как он это делает? Подсматривая, да, как-то узнает у детей, как-то мама, узнает какую-то информацию от третьих лиц. Здесь важно, вот если мы что-то делаем правильно, или вот когда я говорю ненавязчивое общение, но там очень много каких-то вот или обвинений, или попыток уговорить, изменить ее мнение, воздействовать каким-то образом. То есть мы общаемся, но нарушена техника. Точно так же, как с приседаниями. Кто-то приседает, у него попа как орех, а у кого-то колени повылетали, и оба приседают. Поэтому говорят, ну, нам тренер сказал приседать. Здесь нарушается техника. И когда приходит на консультацию, человек рассказывает, я говорю, вы делаете то, что нужно, но немножко не так. Поэтому если вас интересует, вот так ли это все я делаю, не так, что нужно изменить, приходите на консультацию, мы все разберем. Стратегия и тактика.
В стратегиях можно выделить разное количество этапов, ступеней, периодов. У них разное название, но у всех стратегий одна суть. В чем эта суть заключается? Первое, чтобы вернуть жену, нужно перестать ее возвращать, то есть как-то уговаривать, воздействовать на логику, дарить дорогие подарки, предлагать куда-то съездить, сходить к психологу. Этого делать не нужно. Во всех стратегиях первым этапом является согласие. Очень важно правильно согласиться с решением жены расстаться. Второй момент. Во всех стратегиях мы снимаем вину с человека. То есть нет такого, что на 100% виновен только один человек, муж или жена. Всегда есть вклад каждого. Этот вклад может быть разным, но он всегда есть. Идеальное условие, когда 30% вклад мужа, 30% жены и 40% это буферная зона. Вот так же и сложилось. Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор. Именно наличие вот этой буферной зоны позволяет нам сближаться. Не бывает такого, что, например, 10% виновен один, а 90% другой не виноват. То есть вот как бы такой перекос. Обычно вина поровну идет. И очень важно еще помнить о буферной зоне. Это основные моменты стратегии. В семейной психологии не используются манипулятивные техники, поэтому в стратегии нет игнора. Есть пауза или полный запрет на коммуникацию. Выраженность этой паузы или запрета на коммуникацию может быть разная. Жесткий вариант, когда вообще вот пропал человек ни слуху, ни духу. При таком жестком варианте, вот стерильном, скажем так, пауза длится примерно дней 10. Более мягкий вариант, когда мы не можем не общаться, у нас дети или мы никуда не разъехались, но все равно как-то разговариваем. Тогда это формат сдержанного общения по детям, он может длиться около 3 месяцев. Редко, когда дольше, бывает, но это какие-то другие случаи. Это стратегия, общий план действий. А есть тактика. Тактика – это что подходит в нашей семье, а что не подходит. Потому что говорят, вот психологи советуют. Кому они советуют? Нужно смотреть, вот нашей семье это подходит или нет. Самый частый вопрос по финансам. Давать деньги, не давать, если да, то сколько давать, если не давать, то почему не давать, объяснять, не объяснять, там миллион вопросов. Здесь мы смотрим, что такое вот финансы в нашей семье. Это стабилизирующий фактор. Например, у нас очень большое состояние, много денег. Или имущество оформлено на жену, у нас общий бизнес, вот какие-то вот было слияние капиталов, деньги родителей жены, мужа, вот они вместе купили большой дом или большую фирму организовали, мы этот фактор не трогаем. Иногда с помощью денег, вот лишение финансов, называется снять жену с довольствия, можно многое достичь. Здесь нужно очень дозированно и аккуратно подходить к этому вопросу. Это и есть тактика. Что еще относится к тактике? Например, раскачка по эмоциям. По каким эмоциям? Ведь эмоций несколько сотен. Мы можем раскачать по грусти, по злости, по ревности, по какой-то другой эмоции. Что мы раскачиваем? Какую эмоцию? Если жена разлюбила, то здесь тоже нужно вызвать эмоции, но не любовь, а грусть, чтобы она заскучала, появилась ностальгия. Вот это тактический прием. Поэтому у тактических приемов, что мы должны сделать, вот особенность, это всегда индивидуально и нужно разбирать на консультации. Секретный секрет в том, что секрета не существует. Все велосипеды давно изобретены. И часто проблема не в том, что у нас нет информации, что делать, а напротив, когда слишком много информации, когда много советов, подходов, мнений, и мы теряемся. Чтобы решить, подходит для нашей ситуации этот способ, этот совет или не подходит. Поэтому одной из задач психолога является структурировать имеющуюся информацию. Вы можете записаться на консультацию или спросить вопросы в комментариях.